Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вау, какое богатство мне досталось! Выпады кроя от трикотажа и старые футболки. И хотя из такого материала уже есть невероятное количество мастер-классов, но свадьба не похороны, можно и повторить. Ширина полосок 5-6 сантиметров. Возьмем 3 полоски. Края загнем к середине, чтобы не было открытых срезов. Зацепим эти полоски, закрепим их вместе и начнем плести самую обычную косичку. Удобно плести короткими полосками, тогда ничего не мешает. Когда заканчивается длина, ее можно надставить, пришить следующую. Самый простой шов. Вперед иголку. Я не знаю, насколько мне хватит этих полосок, какую последовательность цвета сделать. Все опытным путем. Когда сплели небольшую длину, можно прикинуть, какой размер получится. Для удобства последующей работы можно сразу начать формировать центр коврика. Подтянем полоски, самое начало плетения, и прошьем, закрепим их на швейной машинке. Конечно, шьем с приставным столиком, чтобы наш коврик не деформировался и не пошел волнами под собственной тяжестью. Шов – самый простой зигзаг. Формируем центр заготовки. При шитье надо очень близко укладывать витки спирали, чтобы они хорошо зацепились между собой. Когда заканчивается полоска, подшиваем продолжение. Можно вводить и другие цвета. Смотрите сами. Плетем продолжение косички. И можно работать, шить дальше. Под лапкой швейной машинки получается очень толстое соединение, и не каждая машинка может его взять. Так мы шьем и шьем, постепенно наращивая размер. Для крепости можно прошить заготовку дополнительно, по диаметру, простой прямой строчкой. Это закрепит все полоски еще раз. После того, как сформировали серединку, можно немного изменить технологию сборки. Я перевернула работу, чтобы готовый коврик лежал по левую руку. И сразу сплела всю длину косички, насколько мне хватило ткани. Когда сформирована серединка, уже легче подбирать цвет полосок и следить за чередованием тканей. Интересный эффект получается, если взять две контрастные ткани, допустим, черную и белую, и потом к ним на разных этапах добавлять цветные. Конечно, надо следить за тем, чтобы все полотно лежало ровно, не деформировалось. Когда дошили всю длину косички, можно еще дополнительно прошить весь коврик. Просто по нескольким диагоналям, лишним не будет. Самое интересное в этом способе пошива, что в случае необходимости его размер можно легко увеличить. А у меня получилось очень интересно. Конечно, сочетание цвета в вашем коврике будет зависеть уже от ваших тканей. И размер тоже, смотря сколько материала вы можете найти. У меня коврик получился диаметром 50 сантиметров. И я его хотела использовать как подстилушку на стул, как сидушку. Но у меня его забрали, сказали, что это просто мечта, и он очень нужен в ванной комнате, как раз чтобы на него босыми ногами вставать, когда из душа выходишь. Ну а этот коврик сделан из футболочного трикотажа. Это натуральный хлопок. Ну, хозяин-барин.
Как-то не залеживаются у меня коврики, расползаются куда-то, и каждому находится применение, и просят сшить новые. Пойду творить. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!